Здорово, ребята, это Сид. Продолжаем ковырять магнитный сепаратор. Как вы, наверное, уже заметили, я делаю все настолько медленно, насколько это возможно. За неделю удалось отремонтировать только червячный редуктор этого сепаратора. Все сделано настолько дешево и убого, что приходится местами даже доводить напильником, спиливать облой после литья, забоины, всякие острые грани, чтобы хотя бы не резать руки при сборке. Главное, вот эта площадка фрезерованная, но зачем такой радиус на фрезе? Тут вот этот радиус решил профрезеровать. Крышка вот так вот не прилегает. Остается зазор. Надо вот профрезеровать вот по этой линии. Ну, выровнять вот эту площадку. Приводим в чувство вал барабана, проточим и заполируем шейки под манжеты. Вот так получился вал. Полирнул шейки. Попытался проточить вот этот вот упор. Не удалось убрать вот эти раковины. Но точить уже некуда. А то упор провалится сквозь барабан. Придется вообще точить весь вал новый. С одной стороны диаметр этой шейки стал 19,15 соток. А здесь 19,3. Но манжеты садятся вообще плотно. Вот даже на самый тонкий конец вала налазит с таким натягом. То есть оставим пока так. Изначально они почему-то все были сделаны на таких картонных прокладках. Вот каждая крышка, каждый фланец крепится через картонную прокладку. В принципе, использовать герметик там особого смысла нету. Там в редукторе консистентная смазка. Так что нарезал таких же прокладок. Будем все крепить через картонки. С этой лопаткой немного не получилось. Вплавлял туда такие стальные проволоченки, такие загнутые. Вон их видно на свет.
Материал похоже капрон, поэтому он даже при небольшом перегреве так вот чернеет. Короче, получилось, ну, прямо скажем, дрянь. Но пока так и оставим. В принципе, предлагали напечатать на 3D принтере. Особой необходимости пока не вижу. Это лопатка предназначена для того, что она стоит на впуске, и чтобы потоком, да, струей этого отработанной СОЖ сразу на барабан не налетала сверху, а стекала вниз. Стоит такой отбойник, и струя попадает сюда и стекает вниз. Ну, что-то типа этого. Может, другое назначение, но я так понял. Наконец, все готово для сборки. Вот это старый червяк первичного вала, а это новый. Разница между упорами, ну, где-то полмиллиметра. Попробуем запихнуть его, не перетачивая. Крышка не закрывается. Видите, подшипники не сели. То есть вот эти вот цапфы, посадочные шейки, не доточены до конца, и подшипники не садятся до конца. Так что лучше их снять и доточить. Хотя, в принципе, можно и проточить только крышку. Но такое мне не нравится, что подшипник садится не до конца. Лучше сразу исправить.
Вот эти отверстия для смазки закрыты пробками, имеющими коническую резьбу. Она еще и дюймовая, и их не так просто найти. Какой в этом смысл, понять трудно. Вращающий момент от двигателя передается редуктору через упругую муфту. Она состоит из двух полумуфт и резиновой звездочки. Одна полумуфта у нас есть, а вторую надо изготовить. Муфты служат для передачи крутящего момента, компенсации несоосности валов и уменьшения динамических ударных нагрузок. Любопытно, что на сборочном чертеже не так просто показать конструкцию этого соединения в разрезе, потому что в каком бы месте мы не рассекли ее, и даже под разными углами мы видим просто две втулки и палку между ними. Но муфты применяются очень широко, их конструкции по большому счету стандартные, и на них существует даже ГОСТ. Можно ознакомиться с конструкцией и размерами в этом ГОСТе, ну или в справочнике, например. Старые полумуфты сделаны были из капрона или капролона. Что-то я не нашел у себя дома кругляка, и поэтому решил сделать из текстолита. Я считаю, что многие недооценивают этот материал, считая его устаревшим, и, конечно, он выглядит не так эффектно, не эстетично, особенно после грубой обработки, да, после точения, но после шлифовки или чистового фрезерования выглядит вполне прилично, тем более в нашем случае его вообще не видно, где он работает. Не берусь утверждать на 100%, но, по-моему, по прочности он ничуть не хуже того же капролона или какого-нибудь другого пластика. Он же армированный, считайте, тканью. То есть, можно сказать, композитный материал. Но внешний вид, конечно, отталкивает, пока не сополируешь его, не намажешь маслом. Сейчас нужно сделать шпоночный паз на полумуфте. Хотел применить вот эти вот прошивки, набор прошивок, но они идут 6, 8, 10. На 12 я уже сам делал одну. А вал у нас 9 мм. А на 8 будет вот так вот болтаться. Так что решил заморочиться и сделать еще такую втулку на 9. Следуя традициям советского инструментального производства, нерабочие поверхности инструмента не обрабатываем, чтобы они выглядели как можно более брутально. Упругий элемент, звездочку, вырезаем из куска толстой резины.
Ну вот, редуктор собран, запускаем. А на этом пока все, ребята. В следующей серии, я думаю, уже закончим с магнитным сепаратором.